Всем привет, с вами Даня, вы меня знаете под ником Хатрик, и сегодня я вам покажу основы игры за роль Авика и второго Авика на Мираже за обе стороны. Погнали! Я вам расскажу о отличиях игры на пистолетке, на форсе, допустим, со скаутом, на бай-раунде с эмкой и на бай-раунде с АВП. Так, ребят, начнем с пистолетки и как вообще нужно играть с испом за КТ на Мираже. Сначала мы можем смотреть мид, выход, чаще всего для того, чтобы собрать информацию. Дальше, когда мы понимаем, что уже враг может подойти андер, мы можем вот так вот прыгать и чекать две позиции подряд и полностью контролировать мид. Если мы увидим этого врага андер, мы можем отойти назад, отдать ему джангл или контролить залаз в окно, так как это может быть легкий фраг, когда они будут запрыгивать с лавочки в окно. И вот здесь вот, когда они залезают, то этот КТшник их может легко сбрить. Дальше есть хороший сетап, когда атака сплитит А через джангл. Один КТшник может стоять в окне байтить, и второй может стоять вот здесь вот. И просто атака, которая будет забегать в джангл и давить эту позицию, просто в спину будет убивать. Это хороший пистолетный и хороший стаб для пистолетки. Вообще, также можно поджать андерпас с испом, так как это не читается чаще всего. И можно угадать просто и прийти в спину к типам на Б, которые, допустим, готовят раскид. И просто убить их вдвоем и собрать всю инфу по карте, соответственно. Даже если здесь никого не будет, можете пойти дальше, подождать, чтобы ваши тиммейты пожили, и, соответственно, прийти в спину на... Даже если не поставят бомбу, вас, скорее всего, будет ждать на пистолетке со спины, и вы просто легко убьете оппонента в спину. Это что насчет пистолета. Следующий раунд, ребят, это форс. Если мы, допустим, проиграли пистолетку, что вообще можно сделать? Мы можем вот так вот чекнуть мид, попытаться выцепить типов. Иногда здесь атака вот так вот открывается, и за это мы их можем наказывать и просто вот так вот убить их, потому что мы будем полностью видеть их тело и можем просто выстрелить их голову через стену. Также мы можем хорошо надамажить, и, скорее всего, на форсе ваши тиммейты будут с диглами, и если вы попадаете в одного типа, хотя бы, то это уже минус 70, и один хит требуется с дигла для того, чтобы убить оппонента. Если у вас нет скаута, но есть дигл, то вы можете также прийти, попытаться, если атака будет неаккуратно выходить, дать один фраг. Вы можете сместиться под А или под Б, чтобы укрепить эту точку. Если, допустим, вам прилетел дым в окно, вы можете уйти в КТ, ваш союзник, который стоял в КТ, стянется в дефолт или под ковры, и один будет на головах. И, соответственно, вы укрепляете тем самым точку А, вы, допустим, байтите на себя яму, попадаете в яму, ваш тиммейт пикает с дефолта, и, соответственно, вы вместе уже хороните полностью выход на А. Дальше я вам расскажу, как играть, исходя из спаунов. Допустим, если у нас есть первая респа под Б, вы можете пойти с вашим тиммейтом, попросить, чтобы он вас бустнул с дефолта, и здесь полностью отпикать Б-плент вот так вот в зуме. Даже если вы никого не видите, так делают хорошие снайперы. Я видел, Сирсон так делает с Биг, он тоже хороший снайпер, просто идет в зуме и полностью собирает информацию под Б. Он вот так вот просто идет в зуме до конца и убивает здесь оппонента, который его не ждет. Также этим самым это очень хороший мув, так как вы даете инфу своим тиммейтам, и они просто могут укрепить точку А и принять уже выход вчетвером, а не, допустим, вдвоем. Это если у вас респа под Б. Если у вас респа под мид, вы можете бежать, прыгаете в зип и пикаете мид отсюда. Это очень хорошая позиция, так как вы можете задожить вот эту флешку, которая летит, можете закрыться по стеночке, пикнуть после нее и дать какой-то флип. Сильные авики очень много здесь фрагов делают, поэтому эта позиция очень редко контрится. Это прям очень хороший мув. Дальше, что еще вы можете сделать? Вы можете дать молик в окно, так как вот этот дым, который будет лететь, самый простой, он его... Вот, смотрите, летит дым, и здесь из-за того, что лежал молик, образовывается такой one-way, и вы просто можете контролить легко выход на старт и контролить полностью мид своей команды. Но чаще всего, если уже атака слышит, когда тушится молик, они дают дым на старт и, соответственно, перезанимают мид. Вы этим самым заставляете команду оппонента тратить очень много гранат на мид, и у них уже будет меньше гранат на выход под точку.
Дальше, если у вас респа пода. Допустим, если у вас вот такая респа пода, вы можете бежать. Допустим, пикнуть ковры. Но ковры сейчас редко кто пикает, поэтому это, в принципе, довольно-таки неожиданно. Бежите ковры, пикайте. И вот контролите типа, который вот здесь будет проходить. Также можете попросить, чтобы ваш тиммейт дал сюда дым, для того, чтобы атака повелась и открылась под вас. Дальше также можно бежать и пикнуть яму. Я пикаю яму чаще всего с лавочки, так лучше видно оппонента. Вот бежите вот так вот, просто контролите. Даже если команда атаки будет делать здесь буст, вы чаще всего сможете его подловить, если у вас первая респа, так как они не успеют так быстро делать буст. Я так иногда убиваю ребят. Что происходит, если нам дают дым в окно? Если нам дают дым в окно, мы можем дать дым ковры, пикнуть яму, никого не видеть, и дальше контролить мид. Вы можете продлить дым, если мы давали дым ковры, продлить дым своему тиммейту. Ваш тиммейт забирает андер, вот так вот, а вы забираете ему парапет. Также я вам расскажу, как ретейкать точку А и Б, так как это нужно уметь всем. Если атака поставила бомбу на Б, вы, допустим, 3 в 3, вы можете использовать гранаты. Допустим, если у вас АВП при ретейке, вы можете попробовать понашивать дефолт, так как здесь иногда смотрит мейн, вот так вот, с калашом, и вы можете прошить этого типа. Также, если вы слышите, что бомба ставится на дефолте или есть инфа, что не дефолт, вы даете такой молик, и этот враг, скорее всего, откроется, и вы его можете подловить легко или с мейна, или с кухни. Также очень важно, чтобы хотя бы один тип был зиги или с б-дома, потому что если вы втроем будете играть с кухни, вам нужно будет или всех сразу убить, чтобы выиграть раунд, или это будет очень сложно ретейкнуть. Если вы, допустим, играете вдвоем с кухни, вы в мейне контролите своему оппоненту розетку, он, допустим, проходит пикает плент, и ваш тип играет зиги и убивает, допустим, форест или бэксайд, который стоит ухом к нему, то, соответственно, так будет гораздо легче играть. Также, когда тиммейт ваш идет с б-дома, вам нужно потратить свои гранаты для того, чтобы атака не догадывалась об доме так быстро. И если он поймает хороший тайминг, он может просто убить легко 3 типов, которые не будут его ждать. Или даже если он убьет двоих, то вы просто придете, сыграете уже 2-1 и выиграете раунд. Что насчет А? Я вам покажу некоторые дымы, как ретекать А-плент. Вот, если, допустим, вы ретируетесь с Б, можете дать такой дым ковры. Он летит прямо точно в ковры, и здесь нет никаких щелей. Вот, это дым ковры. Также, если вы с джангла, вы можете дать такой вот дым яма, для того, чтобы закрыть эти две точки. И, соответственно, уже яма и ковры у нас отзонены. А там часто типы играют за атаку при ретейках. Дальше я вам покажу хороший молик в дефолт и в низе, который горит и там, и там. Вот вы становитесь так, становитесь в коне, по вот этой деревяшке по центру здесь. Целитесь на головы и по вот этой ступеньке кидаете молик. Он взрывается на низе и, соответственно, горит и дефолт, и низе. И здесь тип, даже если в низе, ему нужно будет пикать КТ. Это перестрелка 1 в 1, и чаще всего она идет в пользу КТшников. Дальше вам нужно чаще всего зонить коннектор, так как если бомба стоит в нате или внешка, чаще всего атака может пойти бегать через мид. И вам нужно тратить дым внешку для того, чтобы зонить врага, который будет играть с мида. А теперь переходим к гранатам. Я вам покажу ключевые гранаты на Мираже. Так как вы снайпер, вам нужно помогать своим тиммейтам с гранатами. Вот я вам покажу хороший дым-коннектор. Если у вас здесь ваш тиммейт стоит, контролит андер, у него проходит дым, ему нужно продлить этот дым. Если нет возможности продлить его зиги, вот я вам покажу хороший дым, который можно просто с КТ вот так кинуть. Становитесь по этой тени и целитесь вот в эту железячку. Кидайте джамп-сроу, он летит точно в коннектор. И тем самым вы помогаете своему тиммейту в коннекторе и продлеваете ему дым и даете еще 18 секунд здесь играть. Дальше такой же дым покажу вам зиги. Становитесь здесь, упираетесь и целитесь. Вот этот квадратик, можете нарисовать себе здесь такой квадратик воображаемый и кинуть по нижней части квадратика. Этот дым тоже летит в коннектор.
Он, правда, летит дольше, но зато он хорош. Покажу вам гранату на Б. Вот дефолтный дым Б-дом. Если, допустим, вы на отходе, вам нужно уйти на, вы просто найти здесь и кидаете такой дым своему тиммейту. Потом моменталка под Б. Если ваш тиммейт на машине, он хочет пикнуть, собрать инфу, он стоит здесь, допустим, по стеночке или здесь. Вы ему даете вот такой вот флеш, моменталку. Она взрывается по центру всего, всех здесь флешит, и он здесь собирает урожай, убивает всех, кто в фуллблайнд стоит. Дальше я вам покажу дымы на и молики. Значит, какой вообще молик нужно кидать в яму, когда вы играете на или в коннекторе? Вы бежите, и вот по вот этому краю крыши кидаете, так как вот этот тип, он не сможет залезть сюда и вот так вот пикать. Он прогорит как минимум на 70 кп, если он так будет делать, и скорее всего умрет. Поэтому вот кидайте молик. Вообще этот молик нужно кидать постоянно, так как атака может часто выходить в контакт А. И, как я говорил, для того, чтобы авик не мог вот так вот пикнуть типа. Дальше я покажу вам дым на занимание ямы. Вот бежите здесь и до тени искры с джампстером кидайте, и вот он падает в яму. Так, этим дымом вы можете просто занять яму легко. Он просто кидается на ходу. Это, в принципе, простой дым. Также покажу вам дым в коннектор с тикета. Если, допустим, вы с авиком в КТ контролите яму или пикнули зиг, ваш тиммейт в коннекторе, ему нужен дым, упираетесь в этот ящик на тикете и целитесь вот по этому краю линии между цветочками. Кидаете, он летит прямо в правый угол. Соответственно, вот дым в коннектор. Также вот покажу вам дым ковры. Вам нужно будет открыться на 3 секунды для того, чтобы его кинуть. Вы подходите, целитесь вот сюда, кидаете джампсроу, и он летит в ковры. Вам нужно целиться чуть правее этой двери с джампсроу. Это вам, если нужно быстро, допустим, занять ковры, вы контролите яму. Вряд ли атака будет выходить дым. Ну, хотя бывает разное. Давайте разберем некоторые фишки. Первая фишка, не то что фишка, даже хороший мув, просто можете вот так вот идти в андер с авиком, контролить здесь с авиком. У вас при этом должен быть дым, потому что если все-таки вы промажете, у вас будет молик, у вас прилетит молик, вы можете потушиться, попросить флешса и пикнуть мид, и тоже дать фраг. Также можно доджить флеш, так как часто атака пикает андер под флеш, и после флешки вот так пикать и убивать врага. Следующая фишка — это прыжок в зиг. Это на самом деле я показывал, но это очень полезная тема, так как ее сложно контрить. Также я заметил хорошая фишка. Если вам дают дым старт, вы можете прыгнуть в зиг. Допустим, вы прыгнули в зиг и подойти под этот дым старт, потому что часто атака не выходит просто так без флешек. Они кидают флешки, и вы за этот тайминг успеваете подойти под дым, и уже вас не будет ждать, и вы просто можете убить врагов в спину, скорее всего. Поэтому это тоже неплохой такой мувмент, так сказать. Дальше вы можете занимать яму, вы можете давать глубокий молик, давать такой флеш, просто с тиммейтами идти, занимать яму. Также вы можете отпикать вместе, допустим, ваш КТшник с эмкой контролит вам вверх, вы можете вот так вот пикнуть яму и убить типа. Дальше вы можете прыгать под кон и пушить мид в зуме с авиком, когда вам тиммейт с коннектора контролит андер. Это тоже хороший мув, когда вы понимаете, что атака играет медленно против вас, и вы успеваете его сделать, и при контроле типа, который, допустим, может здесь стоять с калашом и контролить вас. Вы просто можете убить и раздобыть преимущество для своей команды. Всем спасибо за просмотр, с вами был Даня Хатрик. Надеюсь, вы вынесли для себя что-то полезное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и также пишите в комментарии, что бы вы хотели еще узнать. Всем спасибо, всем пока.